Всем привет! Вяжем с вами сегодня вот такого утенка La Fan Fan. Очень большая игрушка получилась с этой пряжи. Не совсем помещается у меня на видео, на камеру. Поэтому сильно так прям я показывать вам ее не буду. В общем, вязать буду я другой пряжей, не желтой. Поэтому это как образец я вам показываю. Хочу обратить ваше внимание сразу в начале видео расположение клюва и глаз. Я сделала по-разному, чтобы вы могли для сравнения себе сделать. Вот здесь, когда расстояние от клюва до глаз, значит, 2 столбика, а здесь 3 столбика. Вот от клюва раз, вот где он вставился, вот раз, два, три. И вот здесь расположились глаза. А здесь 2 столбика, здесь, правда, уже ушито не видно. Здесь получается вот клюв здесь встал, и вот раз, два. То есть расстояние в 2 и в 3 ряда, столбики я говорила, да? В 3 ряда разница, видите, сразу существенная. Сразу меняется форма мордочки. Поэтому смотрите и выбирайте, как вам нравится, так и вставляйте. Также и глаза у нас здесь, между глаз меньше, чем здесь расстояние. Поэтому смотрите, как вам нравится, так и делайте. Это уже на ваш взгляд. Значит, клюв я заказала в интернет-магазине. Можете посмотреть, заказать, если у вас есть магазин интернет Озон, либо Амазон, какие есть там, Валберис. Можете заказать клюв для утенка La Fan Fan. Вам сразу там покажут, потому что этот утенок знаменит. Я так смотрела в интернете очень. Вот поэтому там продаются и очки для него, и клюв. Вот, в общем, 4 сантиметра этот клюв у меня. Глазки на безопасном креплении 14 миллиметров, черные. Крючок 5,5. Вот. Дальше понадобятся ножнички. Ну, в общем, нитки, какие нужны, все я оставлю в описании. Синтепон необходимый, все это приобретаем. А вязать будем мы только с вами игрушку. Одежду вязать я не буду. Я думаю, вы с ней справитесь. Если вдруг вы затрудняетесь вязать одежду, то напишите мне в комментариях под этим видео, что вам сложно связать одежду, то я сниму видео некоторой одежды для этой игрушки. Ну вот, в принципе, и все. Начинаем с вами вязать игрушку. Значит, начнем вязать с верхних лапок. С плюшевой пряжи неудобно делать кольцо, поэтому мы наберем 2 воздушные петли и в первую, ну, во вторую, получается, петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок подряд. Провязываем в каждый столбик по 2 столбика. Третий ряд столбики прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду будет 18 столбиков. Теперь с 4 по 10 ряд вяжем без изменений 18 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик. Раз, два, и отрезаем ниточку. Ручки мы будем ввязывать. Верхние лапки, либо ручки, как их назвать, мы их будем ввязывать в тело. Вяжем вторую аналогично этой. Дальше вяжем ноги. Свяжем первую ножку, на ней ниточку отрежем, а на второй ножке ниточку оставим и будем потом соединять ноги и вязать тело. Также набираем 2 воздушные петли,
И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Второй ряд у нас 6 прибавок подряд. Третий ряд столбики и прибавка. Повторяем 6 раз. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. Теперь с 5 по 11 ряд вяжем без изменений 24 столбика. Все провязали, делаем соединительный столбик, следующий столбик и еще в следующий 2 соединительных столбика, чтобы более выровнять край. Отрезаем ниточку на этой ножке, вяжем вторую аналогично, ниточку оставляем на второй ножке. Провязали вторую ножку, ниточку оставили, вяжем дальше. Теперь будем вязать тело. Для этого присоединяем ножки друг к другу. Делаем соединительный столбик и набираем одну воздушную петлю. Берем ножку вторую и к ней присоединяемся соединительным столбиком. Эти столбики, где мы проделали соединительные столбики, они у нас в счет не будут идти. И теперь по ножке вяжем по кругу. 23 столбика на одной ноге. Двадцать третий столбик я провяжу так, значит, провязываю его не до конца, и в тот столбик, где был соединительный столбик, ввожу также крючок, вытягиваю рабочую нить, и так я провязываю 23 столбик, то есть поближе к воздушным петлям, чтобы не было здесь дырки, расстояние было небольшим. Один столбик на воздушной петле, и дальше первый столбик точно так же я начну. Ввожу крючок в тот столбик, где была соединительная. Мы этот столбик не считаем, поэтому ввела, захватила рабочую нить, вытянула. И в следующий первый столбик, который у нас будет, откуда будет идти отсчет, провязала первый столбик таким образом. Также уменьшив по максимуму дырку здесь между воздушной петлей и столбиком на ноге. И также провязываем 23 столбика. Первый провязали, второй, третий и так дальше. 23 столбик на этой ножке делаю точно так же, провязываю. В 23 ввожу крючок, достаю рабочую нить, и в тот столбик, в котором был соединительный столбик, также ввожу крючок, достаю рабочую нить и провязываю таким образом 23 столбик. И на воздушном петле один столбик. Только беремся за одну долечку, серединочку оставляем, чтобы не было дырки на воздушной петле, чтобы здесь все было закрыто. Отсюда у нас будет начинаться новый ряд. Я вот таким маркером, здесь удобно таким маркером на толстой ниточке, за столбик, за верхушку столбика цепляюсь. Это у меня будет последний столбик. Буду на него ориентироваться. У нас получилось 48 столбиков по кругу. Теперь с 13 по 19 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков, но первый столбик вы провяжите обязательно точно так же, как и мы все вот в 3 местах мы провязали, да, а в начале еще надо сделать точно так же. Вот у нас первый столбик на ножке, и у нас такое большое расстояние до него, тут дырка будет, поэтому в тот столбик, где был соединительный столбик, мы вводим крючок, достаем рабочую нить и в первый столбик точно так же провязываем таким вот образом первый столбик. Все, дальше уже нам таких действий делать не надо. Просто вяжем по кругу 48 столбиков с 13 по 19 ряд.
В 20 ряду привязываем руки. Для начала вяжем 9 столбиков. Затем берем ручку, и вот эта часть, где у нас было соединение, где у нас закончилось вязание, это у нас будет к телу прилегать, чтобы переход этот был спрятан. И привязываем 5 столбиками. Беремся за столбики с внутренней стороны на руке и за следующий столбик на теле. И провязываем столбик без накида. Раз. И смотрите, очень внимательно, так как у нас тут переход, можно запутаться, поэтому переворачивайте с лицевой стороны и смотрите, куда вы вводите крючок, чтобы не ошибиться. Два. Три. 4. 5. Дальше по телу вяжем 20 столбиков. Привязываем вторую руку. Точно так же 5 столбиками. И 9 столбиков у нас остается. После того, как привязали руку, довязываем эти 9 столбиков до конца ряда. В данный момент мы пока количество столбиков в ряду не считаем, потому что то, что мы привязали, это не в счет. Следующий ряд 21, отсюда будем количество столбиков считать. Значит, вяжем сначала 8 столбиков без накида. Дальше делаем убавку. Последний столбик на теле и первый столбик на руке. Главное, не перепутайте те столбики, которые у нас провязаны. Не захватывайте их. Делаем убавку. Дальше вяжем 11 столбиков по руке. Убавка следующая у нас, значит, последний столбик на руке и первый столбик на теле. Сделали убавку. И дальше вяжем 18 столбиков. Убавка. Последний столбик на теле, первый на руке. Дальше по руке вяжем 11 столбиков. Убавка. И 8 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. И 8. Помечаем маркером наш последний столбик. Вы можете его постоянно не убирать. Я его пока так убрала. Дальше у меня будет оставаться. Я буду ориентироваться. Если вам сложно ориентироваться, то всегда переставляйте. Вот таким образом. Значит, у нас в 21 ряду 60 столбиков. Посчитайте, правильно ли вы сделали убавки. 22 ряд. Вяжем 7 столбиков.
Дальше будем делать убавку из 3 столбиков. У нас посерединке будет столбик, который мы провязывали убавку. Он как раз будет посередине. Вот раз, два, три. Средний. Главное, чтобы именно он у вас попадался посередине, когда будете вязать убавку из 3 столбиков. Делаем это так. Беремся за первый столбик, второй пропускаем и беремся за третий, за полупетельки. И провязываем таким образом убавку из 3 столбиков, чтобы здесь сильно не выпирало. Дальше вяжем 9 столбиков по руке. Дальше опять убавка из 3 столбиков. За первый столбик, второй пропускаем, за третий, за верхушки. Убавка. Дальше вяжем 16 столбиков по телу. Убавка из 3 столбиков. Беремся за первый, второй пропускаем, за третий столбик. Провязали убавку. Дальше по руке вяжем 9 столбиков. Убавка из 3 столбиков. И оставшиеся столбики довязываем до конца ряда. Их должно быть 7. В 22 ряду у нас 52 столбика. 23 ряд начинаем опять 7 столбиков. Теперь у нас убавка также из 3 столбиков, только у нас уже мы убавки будем делать только на руке. 7 столбиков на теле у нас остаются нетронутыми пока. Итак, значит, беремся за первый столбик, второй пропускаем и за третий. Дальше по руке вяжем 5 столбиков. Убавка из 3 столбиков. Я уже не буду повторять, как они делаются. По телу вяжем 16 столбиков. Дальше опять убавка из 3 столбиков. 5 столбиков по руке. И убавка опять из 3 столбиков. Убавка из 3 столбиков. И оставшиеся 7 столбиков довязываем до конца ряда. В 23 ряду у нас осталось 44 столбика. 24 ряд 7 столбиков. Убавка из 3 столбиков. Один столбик на руке остался. Убавка из 3 столбиков. Дальше 16 столбиков по телу. На второй руке проделаем то же самое. Убавка из 3 столбиков. Один столбик. И убавка из 3 столбиков. И 7 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. В 24 ряду осталось 36 столбиков. 25 ряд вяжем 7 столбиков. Так, убавка из 3 столбиков. Дальше вяжем по телу 16 столбиков. Убавка из 3 столбиков. И 7 столбиков остались, довязываем до конца ряда.
В 25 ряду у нас 32 столбика. Теперь 26 ряд мы провяжем без изменений. Следующий ряд 27. Продолжаем делать убавки. Вяжем 6 столбиков. Убавка из 3 столбиков. Дальше по телу вяжем 14 столбиков без накида. Убавка из 3 столбиков. И 6 столбиков у нас осталось, довязываем до конца ряда. В 27 ряду у нас осталось 28 столбиков. 28 ряд вяжем 5 столбиков. Дальше убавка из 3 столбиков. По телу вяжем 12 столбиков. Убавка из 3 столбиков. И 5 столбиков остались. Довязываем до конца ряда. В 28 ряду у нас осталось 24 столбика. 29 ряд вяжем без изменений. Теперь начинаем вязать голову. 30 ряд мы провяжем 24 прибавки. То есть в каждый столбик мы провязываем по прибавке. Каждый столбик по 2 столбика. И в 30 ряду у нас будет 48 столбиков. Следующих 2 ряда, 31 и 32, мы провяжем без изменений 48 столбиков. 33 ряд вяжем 3 столбика и прибавка. Повторяем 12 раз. И в ряду у нас будет 60 столбиков. С 34 по 43 ряд вяжем без изменений 60 столбиков. Это у нас будет 10 рядов. Вставляем глаза и клюв. Значит, я на этой игрушке буду размещать их немножко по-другому. Вы смотрите. Если хотите также разместить, как я показывала вам желтую игрушку, значит, вы должны будете просто клюв вставьте так же, как я буду вставлять и на этой игрушке, только глаза вы располагаете на 2 ряда выше над клювом, и между глазами у вас должно быть 5 столбиков. А так делайте все так же. То есть разница будет выглядеть так, что на одной игрушке у меня глаза расположены близко друг к другу, на другой игрушке будут располагаться дальше друг от друга. И высота глаз будет разная. На одной выше будут немножко они от клюва располагаться, на другой ниже. А вы посмотрите, какой вам вариант нравится, тот и выбирайте. Итак, вставляем клюв, глаза. Я расположила клюв, значит, посередине, соответственно, тела, головы вернее. И вот ряд, где у нас прибавки начинались, да, вот отсчитываем от этого ряда 1, 2, 3, 4 между 4 и 5 рядом, отсчитав от прибавок вот этих вот. Я расположила клюв, и глаза над клювом у меня 1, 2, 3. 3 ряда. Между 3 и 4 у меня расположились глаза. Вот между глазками, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков между глазками. Вот, это я так расположила. Вы можете чуть выше поднять клюв, если вам не нравится, что он так низко. Ну, в общем, располагайте, как вам нравится. Дальше наполняйте по ходу вязания игрушку. Я уже не вяжу на камеру. Дальше мы с 44 ряда начинаем делать убавки. В 44 ряду у нас 8 столбиков и убавка. И так мы будем продолжать делать убавки, пока не закончим вязание. Я напишу здесь схему и напишу вам так, чтобы вы вязали именно со смещением убавки, чтобы у нас убавки над убавкой не были, иначе у нас будет такая полоска некрасивая. Вот, поэтому я вам советую вязать именно убавки так, как я напишу вам здесь схему. Вязать на камеру я не буду, вот, поэтому вяжите по схеме убавки, здесь ничего сложного нет. Наполняйте голову, шею наполняйте плотно, потому что голова тяжелая.
надо, чтобы она выдержала голову, шея, чтобы выдержала. Итак, давайте довяжем до конца и продолжим дальше. Вяжем щеки, набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок подряд. Третий ряд столбик и прибавка, повторяем 6 раз. И четвертый ряд 2 столбика и прибавка, повторяем 6 раз. И у нас получится вот такой вот круг. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и отрезаем ниточку. Дальше нам надо связать еще такую детальку. Это у него на голове. Вот здесь вот такое перышко должно быть. Вот. Если есть перышко, можно его как-то там присоединить. Если нет, то можно просто связать вот такую вот детальку. Вот такой вот высоты будет достаточно. Именно из такой пряжи. Я оставлю в описании именно этой пряжи. Если хотите, сделайте из плюшевой пряжи белой также. Размер такой, чтобы был небольшой. Вот. Либо из обычной пряжи. Теперь делаем утяжку глаз. Я буду фиксировать ниточку там, где будут располагаться щеки. Буду притягивать сюда, потому что больше мне некуда притянуть, глаза соединить. Поэтому буду именно вот смотрю, где у меня будут щеки. Примерно в этом месте у меня будет притягиваться, сюда буду притягивать ниточку. Значит, вводим иголочку, оставляем ниточку здесь. Как обычно делаем утяжки, дальше сюда вводим, захватываем немного синтепона к следующему глазу. Сюда и выводим, я выведу не в этот же, а так, чтобы можно было привязать утяжку. Вот. Значит, стягиваю, делаю утяжку как мне надо и привязываю к столбику. Вот. Именно к этому столбику буду привязывать, потому что, повторюсь, мне некуда это сделать. Вот тут немножко утянется щечка, ничего страшного, мы будем привязывать, пришивать, вернее, щеку, и это все спрячется, будет незаметно. Делаю несколько стяжек и спрячу ниточку туда. Щеки пришивайте так, чтобы располагайте так, чтобы они были близко к глазам, чтобы щека была близко к глазу и к клюву. Можете чуть-чуть выше глаз приподнять. Синтепона немножечко туда добавьте, чтобы форму держала щека. Также пришейте посерединке вот эту деталь, назовем это перышко. Тоже туда добавьте синтепон, чтобы форму держала. Вот. И пришейте также. Я уже не буду пришивать, я вам просто объясню, как я пришивала. Пришивала я за долечку петли. Не за обе, вот эти вот, не за обе бралась, а за вот эту часть верхнюю оставляла, чтобы более выпуклая так получилась щечка. Вот, сейчас пришью вторую щечку. Ну вот у нас с вами готов один из персонажей Ла-Ла Фан-Фан, утенок. Вяжите с удовольствием своим деткам. Увидимся в следующих видео. До встречи. Пока-пока.